Мир накрыла волна катаклизмов и катастроф. Приветствую! Вы на канале «Горизонт событий». В этом выпуске огненный ад в Китае. Взрыв уничтожил завод пиротехники. Самолет в Бразилии протаранил жилой дом, а прибрежные воды Омана внезапно стали кроваво-красными из-за миллионов мертвых креветок. От ледяного плена Камчатки до гигантских разломов в Индии. О главных событиях к этому часу прямо сейчас. В результате мощного взрыва на заводе пиротехники Huaseng Fireworks в городе Люян в провинции Хунань погибли по меньшей мере 26 человек, еще 61 получил ранения различной степени тяжести. Ударная волна была настолько сильной, что в радиусе 3 километров выбила стекла в жилых домах и деформировала дверные проемы. Власти в срочном порядке провели экстренную эвакуацию всех жителей близлежащего района. Для ликвидации последствий и проведения поисково-спасательных операций были мобилизованы более 1500 человек, включая пожарных, медиков и полицию, а также задействованы специализированные роботы, дроны и поисковые собаки. Спасательные работы осложнялись угрозой повторных взрывов из-за наличия на территории предприятия 2 складов с порохом, в связи с чем специалисты провели увлажнение территории для минимизации рисков. Председатель КНР Си Цзиньпин лично призвал приложить максимум усилий для оказания помощи пострадавшим, поиска пропавших без вести и тщательного расследования причин инцидента. В настоящее время руководство компании задержано полицией, а производство на всех пиротехнических предприятиях региона временно приостановлено. На Камчатке в разгар весны произошло очередное обострение погодных условий, вызванное мощным циклоном из Охотского моря. Несмотря на то, что регион только начал оправляться от аномально снежной зимы, ставшей рекордной за последние 60 лет, майская стихия вновь принесла на юг полуострова обильные осадки в виде мокрого снега и сильный ветер. Под удар попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также Елизовский и Усть-Большерецкий округа. В краевом центре и прилегающих районах порывы восточного ветра достигали 15-20 метров в секунду и до 30 метров в секунду на побережье. Ситуация осложняется тем, что выпавший снег ложится на уже имеющиеся гигантские сугробы, высота которых в некоторых районах превышает 2 метра. МЧС заранее объявила штормовое предупреждение, призвав жителей ограничить выезды за пределы населенных пунктов из-за плохой видимости и риска схода лавин со склонов сопок. Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Показательное шоу гигантских автомобилей в колумбийском городе Попаян обернулось трагедией. На глазах у сотен зрителей, собравшихся на бульваре Рос, во время выполнения сложного трюка женщина-водитель монстр-трака потеряла контроль над управлением и въехала в толпу. По данным полиции, у внедорожника отказала тормозная система после преодоления препятствия. Среди погибших подтверждена смерть 2 детей. Монстр-трак также врезался в фонарный столб, спровоцировав короткое замыкание и повреждение линии электропередач. Пострадавшие были экстренно доставлены в университетскую больницу Сан-Хосе и другие медицинские учреждения города. Состояние нескольких раненых врачи оценивают как критическое. Губернатор департамента Каука Октавио Гузман выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Власти Попаяна инициировали расследование инцидента, поскольку уже появились сообщения о возможных нарушениях протоколов безопасности. На стадионе, рассчитанном на 1000 человек, в момент шоу могло находиться около 1500 зрителей. В бразильском городе Белу-Оризонте легкомоторный самолет врезался в 3-этажное жилое здание в районе Сильвейра и рухнул на прилегающую парковку. Трагедия произошла всего через несколько минут после взлета из аэропорта Пампулья. По данным экстренных служб, оба пилота погибли на месте. 3 пассажиров были извлечены из-под обломков в тяжелом состоянии и экстренно госпитализированы. Позже стало известно, что один из них скончался в больнице от полученных травм.
Очевидцы рассказывают, что перед падением самолет совершал опасные маневры на малой высоте, вероятно, пытаясь уйти от столкновения с более высокими зданиями. В итоге самолет задел лестничную клетку жилого дома. Внутри самого здания никто не пострадал, хотя один из жильцов сообщил, что двигатель самолета после удара оказался в коридоре его квартиры. Перед столкновением экипаж успел связаться с диспетчерской вышкой и сообщить о технических неполадках, возникших в момент набора высоты. Следственные группы Центра по расследованию и предотвращению авиационных происшествий устанавливают точную причину отказа техники или ошибки пилотирования. В международном аэропорту Нью-Йорк-Либерти в штате Нью-Джерси самолет Boeing авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Венеции, при заходе на посадку опустился слишком низко над проходящей рядом с аэропортом автомагистралью и на скорости около 260 км в час зацепил шасси и нижней частью фюзеляжа фонарный столб, а затем врезался в крышу проезжавшего грузовика. Несмотря на серьезность ситуации, пилотам удалось благополучно приземлиться. Никто из пассажиров и членов экипажа на борту не пострадал. Водитель грузовика чудом отделался лишь порезами рук от осколков стекла и после оказания медицинской помощи был выписан из больницы. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации начали расследование. Авиакомпания United Airlines временно отстранила экипаж от полетов на время проведения внутренней проверки. Прибрежные воды Аравийского моря города Мирбат в султанате Оман внезапно окрасились в ярко-красный цвет. Столь пугающий оттенок воде придали миллионы выброшенных на берег мертвых креветок, которые сплошным ковром покрыли мелководье и пляжную линию. Власти Омана отреагировали на инцидент, проведя мониторинг акватории и анализ проб воды. Специалисты профильных ведомств по рыболовству и водным ресурсам поспешили успокоить общественность, заявив, что случившееся не связано с разливом нефти или сбросом химикатов. По официальной версии, причиной массового мора ракообразных стали резкое колебание температуры морской воды и падение уровня растворенного в ней кислорода. Это создало условия, несовместимые с жизнью морских обитателей на данном участке. В результате чрезвычайного происшествия на металлургическом заводе «Казцинк» в Усть-Каменогорске утром 5 мая погибли по меньшей мере 2 человека. Инцидент произошел в плавильном отделении электролизного цеха во время проведения плановых работ по техническому обслуживанию. По предварительным данным, в плавильном отделении электролизного цеха во время очистки дымососа и обслуживания металлургической печи произошел взрыв пылеулавливающего устройства, вызванный возгоранием металлургической пыли. Инцидент сопровождался последующим пожаром на площади около 120 квадратных метров и частичным обрушением кровли и конструкции здания. В момент происшествия в опасной зоне находилось 32 человека. Помимо 2 погибших, травмы различной степени тяжести получили как минимум 5 работников. По другим данным, число пострадавших достигает 9 человек. Управляющий директор компании Андрей Лазарев подтвердил факт трагедии и сообщил о создании специальной комиссии для расследования причин детонации пыли. В Сурхандарьянской области Узбекистана зафиксирована экологическая авария из-за схода селевых потоков в Байсунском районе. Сход грязевых масс привел к повреждению объектов инфраструктуры компании Surkhan Gas Chemical Operating Company, в результате чего из резервуаров вытекла значительная масса нефтесодержащей смеси. Основной причиной инцидента стали экстремальные осадки, которые спровоцировали сели и переполнение защитных сооружений. Потоки воды, смешанные с нефтепродуктами, преодолели десятки километров, пройдя через Байсунский, Бандиханский и Кумкурганские районы. В конечном итоге загрязнение достигло реки Сурхон и распространилось до Ангорского района по системе канала Занг.
По предварительным оценкам экологов, в водную систему попало около 1,2 тонны загрязняющих веществ, что поставило под угрозу местную экосистему. Для купирования распространения пятна на водных артериях развернуты боновые заграждения и создано 11 специализированных траншей с привлечением техники. На пострадавших участках ведется непрерывная работа по механическому сбору нефтяного слоя с поверхности воды. В индонезийской провинции Восточная Ява зафиксирована активизация вулкана Семеру. Только за последние сутки, по состоянию на 5 мая, Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф зарегистрировал как минимум 9 новых извержений. Вулкан проявил себя серией мощных выбросов, самый значительный из которых поднял столб вулканического пепла на высоту до 900 метров над кратером или более 4,5 километров над уровнем моря. Густые облака пепла плотной завесой накрыли прилегающие районы, распространившись преимущественно в южном и юго-западном направлениях. В связи с сохраняющейся угрозой выбросов раскаленных камней и пеплопадов, власти Индонезии ввели строгий запрет на приближение к кратеру в радиусе 5 километров, а также установили расширенную зону отчуждения вдоль русел рек, по которым могут сойти пирокластические потоки. В индийском штате Пенджаб в земле образовалась гигантская карстовая воронка. Огромное отверстие в земной коре поглотило значительный участок территории, включая часть автомобильной дороги и прилегающие сельскохозяйственные угодья. Глубина и диаметр воронки достигают нескольких десятков метров, что делает ее одной из крупнейших в истории штата. Местные власти немедленно оцепили опасную зону и начали эвакуацию людей из ближайших строений из-за угрозы дальнейшего расширения провала. К месту происшествия прибыли группы геологов и инженеров для изучения причин инцидента. Специалисты связывают образование воронки с критическим понижением уровня грунтовых вод и особенностями состава почвы, склонной к размыванию. Ситуация осложняется тем, что в районе происшествия проходят важные коммуникации, подача электроэнергии и воды была приостановлена в целях безопасности. В штате Аризона продолжается борьба с крупным лесным пожаром Хейзен, который вспыхнул в минувшую субботу и стремительно распространяется в районе города Баке, к западу от Финикса. Огонь, охвативший уже около 400 гектаров, подпитывается густыми зарослями кустарника тамариска в русле реки Гила, который отличается высокой горючестью и способствует быстрому продвижению пламени. Несмотря на усилия сотен пожарных и авиацию, локализовать возгорание пока не удалось. Сдерживание оценивается в 0%. Ситуацию осложняют установившаяся засуха и сильный ветер, который разносит дым по долине, существенно ухудшая качество воздуха в жилых районах. Местные власти ввели временные ограничения на полеты в зоне пожара, чтобы обеспечить безопасность авиагрупп, сбрасывающих воду, и призывают жителей соблюдать режим готовности к возможной эвакуации. Основная стратегия спасателей сейчас сосредоточена на защите жилых домов, ранчо и объектов инфраструктуры. При этом близлежащая автомагистраль остается открытой. В понедельник в центральной части Филиппин произошло мощное землетрясение, затронувшее остров Самар и соседние провинции. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, магнитуда подземных толчков составила 6. Эпицентр природного явления находился вблизи прибрежного города Сан-Джулиан. Очаг при этом залегал на глубине около 56 километров. Местные жители сообщают, что толчки продолжались около 30 секунд. В правительственных зданиях и учебных заведениях началась экстренная эвакуация. В Таклобане несколько студентов университета потеряли сознание от испуга. Им потребовалась медицинская помощь. В ряде населенных пунктов были зафиксированы повреждения. В Сан-Эдуардо пострадало церковное распятие. В муниципалитете Майдалонг временно отключили водоснабжение из-за падения давления в трубах, а в полиции Сан-Джулиано треснули опорные балки крыши. Несмотря на серьезность инцидента, сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало. После основного толчка к утру вторника было зафиксировано более 30 авторшоков.
Сильные и непрекращающиеся дожди, обрушившиеся на Таджикистан в начале мая, спровоцировали масштабное разрушение в Яванском районе Хатлонской области. Центром разгула стихии стало местечко Кальфи-Сабат, где после многочасовых проливных дождей сошел мощный селевой поток. Узкий рельеф местности не позволил ирригационным каналам справиться с колоссальным объемом воды и грязекаменной массой, в результате чего основной удар пришелся на жилой сектор. Затопленными оказались не только приусадебные участки, но и жилые помещения. Ситуация в населенном пункте остается крайне тяжелой. Грязевые наносы перекрыли дороги, отрезав часть домов. Из-за сохраняющейся высокой влажности почвы в предгорной зоне Кальфи-Сабат все еще сохраняется риск повторных оползней. От стихии пострадали и соседние территории Яванского района. Разрушения зафиксированы в селах 8 марта Пахтакор, Аби-Муки и Даштобот, где сель также повредил десятки домохозяйств, школьные склады и медицинские пункты. В понедельник в южном мексиканском штате Оахака было зафиксировано сильное землетрясение. Геологическая служба США оценила магнитуду подземных толчков в 5,7, в то время как Национальная сейсмологическая служба Мексики изначально сообщила о магнитуде 6, позже скорректировав показатель до 5,6. Эпицентр толчков находился примерно в 24 километрах к западу от города Пинотепа-Насьональ, очаг залегал на глубине около 22 километров. Колебания почвы отчетливо ощущались в столице страны, Мехико, где сработала автоматическая система сейсмического оповещения, заставив тысячи людей экстренно покинуть жилые дома и офисные здания. В штатах Оахака, Герреро, Пуэбла и Тласкала была объявлена чрезвычайная ситуация, однако мониторинг прибрежных и центральных районов показал отсутствие серьезных последствий. В понедельник в районе Сука-Макмур, округа Багор в провинции Западная Ява, произошло масштабное наводнение, вызванное резким подъемом уровня воды в реке Чипаминкис. Причиной стихийного бедствия стали затяжные ливни, которые продолжались в регионе с полудня до позднего вечера. Из-за обильных осадков река вышла из берегов и затопила прилегающие населенные пункты и дороги. Стихия затронула несколько деревень. Потоки воды и сопутствующие оползни заблокировали основные транспортные артерии и повредили мосты, связывающие жилые районы. Официальных данных о точном количестве жертв или общем размере ущерба пока не поступало. Спасатели предупреждают о сохраняющейся угрозе повторных наводнений, так как метеорологические прогнозы указывают на высокую вероятность продолжения дождей в ближайшие дни. Жителям зон риска настоятельно рекомендуется быть готовыми к немедленной эвакуации. Эксперты отмечают, что подобные инциденты становятся все чаще из-за возросшей интенсивности осадков и изменений в землепользовании региона. В Усть-Коксинском районе Республики Алтай специалисты экстренных служб ведут борьбу с масштабным лесным пожаром, охватившим территорию Абайского участкового лесничества. По данным регионального МЧС, по состоянию на 5 мая площадь возгорания достигла 35 гектаров. Ситуация осложняется спецификой горной местности, что требует привлечения специализированной техники. В ликвидации очага задействованы 3 вертолета, которые осуществляют сбросы воды на наиболее труднодоступные участки. На фоне установившейся сухой погоды в республике уже зарегистрировано 7 лесных пожаров с начала года. В ряде районов продолжает действовать предупреждение из-за высокой пожароопасности. Специалисты продолжают работу по локализации огня, чтобы не допустить его дальнейшего распространения на лесной фонд. На испанский муниципалитет Гальюр в провинции Сарагоса обрушился мощный шторм. В течение более чем 30 минут на город и окрестные поля падал крупный град. Улицы населенного пункта и региональные дороги оказались покрыты слоем льда толщиной более 2 сантиметров.
Основной удар стихии пришелся на сельскохозяйственные угодья, где град практически полностью уничтожил посевы ячменя и других зерновых культур и нанес серьезный экономический ущерб местным фермерам. Последствия разгула стихии были зафиксированы не только в Гальюре, но и в соседнем муниципалитете Лусени. Сообщений о пострадавших среди населения не поступало, однако аграрный сектор региона готовится к значительным убыткам. Вечером в воскресенье на вершине горы Саурюс-Селькоп, вблизи коммуны Рупольдинг в округе Траунштайн в Германии, вспыхнул лесной пожар. Из-за крайне крутого рельефа, темноты и отсутствия подъездных путей наземные группы спасателей не смогли приступить к тушению в ночное время, ограничившись наблюдением и мониторингом ситуации. Утром 4 мая в связи с быстрым распространением огня в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Основная фаза тушения началась с массированного применения авиации, для чего задействовали 6 вертолетов, которые забирали воду из близлежащих водоемов для точечных сбросов на очаги возгорания. Ситуация осложнялась близостью огня к водоохранной зоне района Лаубау из-за источников питьевой воды. По состоянию на вечер вторника ситуация остается сложной, несмотря на то, что работа авиации дает первые результаты. Огонь продолжает распространяться, и его площадь уже достигла 160 гектаров. В Восточно-Казахстанской области завершена ликвидация крупного лесного пожара, вспыхнувшего в урочище Аюда Уланского района. Возгорание сухой травы, кустарников и деревьев произошло на территории Приморского лесничества, расположенного на побережье Бухтарминского водохранилища. Основные усилия по борьбе с огнем были сосредоточены на труднодоступных участках, где тушение значительно осложнялось сложным горным рельефом и сильными порывами ветра. Сегодня открытых очагов горения не зафиксировано. В качестве одной из версий причины ЧП рассматривается короткое замыкание на линиях электропередачи. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.